Здравствуйте, тельцы! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для вашего знака зодиака. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на следующую неделю, соответственно, с 27 июля по 2 августа. Давайте посмотрим, что вас ожидает, какие карты вам сегодня выпадут, что интересного произойдет у вас с понедельника по воскресенье. Итак, человек знака Телец, который сейчас смотрит это видео, не забудьте подписаться на мой YouTube канал, может быть, оставить сообщение под этим видео. Также можете переслать кому-нибудь из ваших знакомых тельцов, если вы считаете, что этот расклад им подходит, возможно, тоже как вариант. Итак, тельцы, давайте посмотрим. Неделя с 27 июля по 2 августа. Что же вас ожидает? Какие карты сегодня выпадут вам? Две карты у нас уже выскакивают. Колесница повешенная. Как желание двигаться, но какие-то остановки, паузы, которые у вас есть. Элементальные какие-то, да, внутренние духовные остановки. Да, вы себе запрещаете движение в чем-то. Либо вы хотите какого-то вот ускорения прогресса, развития, но какие-то есть препоны, препятствия на вашем пути, которые мешают это сделать. Ну, давайте посмотрим все-таки по дням недели, что здесь может быть. По дням недели для тельцов с 27 июля по 2 августа. Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Но здесь вот в целом по колесу фортуны, опять-таки, и шестерке мечей можно говорить о том, что да, вы можете думать о каком-то передвижении, поездке, о каком-то движении вперед, возможно. И по семерке кубков у вас как будто есть варианты, между которыми вы выбираете. То есть такое решение принять или такое. И по колесу фортуны, опять-таки, которое есть у вас в понедельник, вот это решение, оно для вас каким-то важным, может быть поворотным, судьбоносным. Вы понимаете, что колесо фортуны, вот как бы оно сейчас, может быть, в вашу пользу крутится. Если вы неправильное решение примете, то оно будет как будто против вас. То есть колесо фортуны здесь имеет важное значение, потому что вы принимаете важное решение. Но в целом вы как будто бы уверены в том, что вы примете правильное решение, сделаете правильный выбор, и вы уверены в результате. И по семерке кубков, когда у вас есть несколько вариантов, вы, выбирая между ними, вы знаете о каком-то худшем варианте, знаете и думаете о лучшем, и стараетесь выбрать лучшее. Хотя понимаете, что вы можете здесь ошибаться, потому что, возможно, вы чересчур что-то идеализируете, или вы не обладаете всей информацией, чтобы принимать такое вот объективное решение. Поэтому по семерке кубков нужно быть осторожнее. Очень хорошо мечтать, очень хорошо фантазировать, может быть, проявлять какую-то свою, не знаю, там, творческую фантазию в чем-то, но при этом нужно быть осторожнее, если речь идет о каких-то серьезных решениях, потому что здесь нужно все-таки очень-очень хорошо и обоснованно подходить к таким решениям, чтобы не оказаться в такой иллюзии, соответственно, да. Поэтому по семерке кубков старайтесь максимально продумывать свои решения. Дальше идет шестерка мечей. Это карта перемен, которые могут у вас происходить в среду. И, кстати, по шестерке мечей вы можете использовать какие-то хорошие возможности и шансы на удачу, которые вам здесь даются. Вы можете их вовремя увидеть, заметить благодаря вашему любопытству, интересу. Вы можете интересоваться какой-то возможностью поездки или каких-то перемен, которые вам бы хотелось в вашей жизни. То есть вы думаете, как бы это сделать, как бы уйти от какой-то ситуации, которая вам не совсем комфортна, к чему-то лучшему. Как это сделать, каким способом, кто вам может в этом помочь. Возможно, вы какие-то варианты прям продумываете. Может быть, думаете о какой-то поездке, думаете, покупать билет или нет. То есть вот что-то в таком духе. Следующая карта шестерка кубков. И вы здесь действительно можете, во-первых, размышлять и принимать решения здесь касаемо, опять-таки, поездки всей семьей куда-то, или поездки там к вашим детям, к примеру, по шестерке кубков, или кому-то, кого давно не видели, потому что шестерка кубков — это все, что связано с ностальгией о прошлом, с людьми из прошлого, и все, что связано с воспоминаниями. По шестерке кубков вы можете возвращаться мысленно в то, как было раньше.
было ли хорошо, плохо, да, хотелось бы встретить снова тех людей, с которыми вы выросли, допустим, или дружили, или с кем вы встречались. То есть вот как будто бы вот отсылка к прошлому, постоянное возвращение к прошлому в мыслях. Но и также, в принципе, шестерка кубков — это все, что касается семьи, дома, уюта, поэтому по этой карте вы стараетесь обеспечивать уют дома, то есть организовывать его, особенно если это женщина, уделяете очень много времени своим детям, своим внукам, то есть максимально здесь такие хозяйственные, максимально теплые, да, и проявляете много теплоты душевной, то есть желание кому-то здесь, может быть, помочь, чему-то научить, да, передать какой-то свой опыт по этой шестерке кубков, потому что это связь поколений, шестерка кубков. При этом дальше у вас в пятницу карта башня, какие-то неожиданные, сокрушительные события, которые могут произойти на этой неделе. Будьте в любом случае осторожнее. Что-то может просто произойти внезапно, неожиданно. Неожиданно сломался телевизор там, или неожиданно узнали какую-то новость, которая потрясла вас до глубины души и вызвала ощущение озарения, прозрения, мол, как так? Да, я и не думал, что так может быть. Возможно, здесь какой-то конфликт, который привел к очищению души, когда вы высказали все, что вы думали, и это как будто под основание разрушило какую-то связь, какие-то отношения для вас. Но в любом случае карта башня, она всегда внезапная, и нужно быть осторожнее. Карта тройка жезлов в субботу — это карта ожидания, и также ситуации, где вы уже какие-то шаги сделали, и поэтому вы ждете результата. Не потому, что вы пассивно сидите и ждете, а потому что вы уже какие-то действия предприняли для этого. И вы интересуетесь тем, что же еще можно сделать, как еще дальше развиваться, может быть, у кого-то попросить помощи, поддержки, участия, чтобы совместно с этими людьми, да, или этим человеком прийти к вашей цели. Также вы стараетесь здесь, если какие-то препоны возникают, препятствия, стараетесь найти любой способ, чтобы все-таки ситуацию выровнять и вытянуть к тому, что вам нужно, как вам хочется. То есть выйти из какой-то сложной, может быть, ситуации, неудобной ситуации, сделать ее удобной вам. И дальше девятка кубков, которая здесь есть в воскресенье, она показывает желание жить в роскоши, желание себя радовать, желание здесь быть в достатке, в благополучии, собственно, в каких-то излишествах. Можете что-то отмечать, можете себя просто чем-то порадовать, что-то себе купить, да, что-то такое вот очень позитивное здесь для себя сделать, чтобы почувствовать этот успех, которого вы достигли, соответственно. Карта достаточно хорошая, девятка кубков, может говорить про общение с людьми, которые на вашем же уровне находятся, то есть как будто бы соответствуют вашему уровню. Ну, в любом случае, замечательная карта. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз на неделю для представителей знака Телец мы завершаем. Всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.